Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Заработай сидя дома, и с вами как всегда Роман. И в сегодняшнем видеоролике мы поговорим про пирамиду на смарт-контракте Express Smart Key. Постараюсь сделать ролик коротким и информативным, сделаю разбивку на эпизоды, чтобы вам было проще ориентироваться. И, пожалуй, начнем мы с ознакомления проекта, поговорим о самом проекте, о его админах, и дальше уже перейдем к рискам и о том, как работает вообще проект. Итак, админами данного проекта являются админы инвестиционного проекта Форсаж. Проект работает уже более 2 лет, там просто огромные обороты миллионов долларов крутятся. И исходя из этого у многих блогеров есть доверие к этому смарт-контракту. Но скажу сразу, что это хайп, это пирамида, тут есть риск потерять все деньги, так что все решения принимайте сами. Подробнее про риски поговорим чуть позже. Итак, хочу сразу ответить еще на один вопрос. Многие спрашивают, стоит ли входить в проект, если я не умею приглашать. Стоит ли входить, это решать вам. А можно ли заработать тут без приглашения, я вам отвечу да. Лично я вошел сюда с 40 долларов и уже заработал более 100. Просто делаю реинвест и покупаю другие уровни. Так что, ребят, да, здесь можно заработать тем, кто не умеет приглашать. Итак, более подробнее о рисках. В чем тут есть риски? Ну, во-первых, деньги у вас никто не сворует, потому что это смарт-контракт. Ваши деньги постоянно на вашем кошельке. Допустим, если вам приходит пассивный доход на какой-то там уровень, он не приходит на сайт, он приходит сразу вам на кошелек. То есть вашими деньгами управляет только смарт-контракт. У админов доступа к этим деньгам нет. В смарт-контракте прописаны какие-то функции, чтобы отчисления тоже с этого всего шли админам, это понятно, естественно, но напрямую доступа к вашим деньгам у админов этого проекта нет. Дальше, какие есть риски и в каком случае можно потерять деньги? Деньги можно потерять в том случае, когда перестанет идти поток людей, а это может случиться уже где-то там через недели 2-3 после полного старта проекта, когда интерес уже угаснет. Итак, на каком этапе сейчас находится проект? Это предстарт. Полный запуск и официальный старт будет 8 апреля, то есть через 2 дня. Так что, грубо говоря, мы в одних из первых вагонов. Те, кто зашел еще раньше, там вчера, позавчера, им еще больше повезло. Но и мы пока что ничего не теряем. Сейчас в проекте около 60 тысяч людей. Он уже начинает приобретать высокую популярность. Уже многие блогеры начинают публиковать в своих сторисах то, что заходят в этот проект. Всякие тиктокеры, всякие ютуб-блогеры, крупные прям, за которыми я раньше не замечал, чтобы они входили в пирамиды и тем более снимали про это истории. И как я сказал, ребят, официальный старт 8 апреля, так что время еще есть. Входить или нет, это решать только вам. Так, ну и давайте пробежимся по сайту, покажу свой личный кабинет и так далее. Вот так вот у нас выглядит сайт, тут написано сколько стоит какой уровень. Также расписано получение дохода и вот тут можно посмотреть статистику. Так, на сегодняшний день тут 65 тысяч участников, вчера еще было 40 с чем-то, и оборот сделали уже 388 тысяч BNB. Но так как это проект от Форсажа, если там 300 с чем-то тысяч участников, то тут пока очень маленькая часть из тех участников. Так, логинимся мы обязательно через MetaMask. Вот, собственно, так и выглядит мой кабинет. Вошел я где-то с 0.15 BNB. Сейчас мой общий заработок составляет почти 0.40 BNB. В деньгах можете посчитать сами, но я скажу, что я этим заработком очень доволен. Итак, как тут вообще все происходит? Вот, допустим, вы готовы зайти в проект, у вас есть там начальная сумма, допустим, 0.10 BNB, вы приходите по ссылке и попадаете в дашборд. После этого вы заходите вот сюда, и вам нужно купить первый стол. Кстати, тут сейчас я поговорю, как устроен вообще маркетинг проекта. Он устроен таким образом, что проект как бы сам дает вам решение, нужно ли идти вам дальше или нет. Вот, допустим, вы заходите с 0.05 BNB, покупаете первый стол. Ну, он пока недоступен, так как я сказал, что еще не полный старт проекта. После того, как вы впервые купите этот стол, у вас сначала будет идти серая полоска. Серая полоска означает то, что эту линию вы пока еще не получите. После того, как она заполнится, она станет вот такой вот цветной. И уже после этого, при заполнении цветной полоски, вы получаете свои первые 74% от вашего вклада. Вот, вчера я успел выхватить одним из первых второй уровень. Я получил, смотрите, я потратил на его покупку 0.07 BNB, а получил я уже с него 0.25 BNB. Просто на ровном месте я сделал x4, и это просто от пассивного дохода. То есть вот что я получил со своего одного реферала, и вот что я получил просто с пассивного дохода. Потому что смарт-контракт устроен очень по-умному.
Получается, автоматически создаются такие как столы, и они автоматически заполняются. Кто заходит чуть-чуть раньше, он соответственно быстрее продвигается вверх и быстрее получает уже доход от тех, кто ниже. Но без дохода не останется никто, пока вообще это движение все идет. Пока идет приток людей, все будут получать, все будут зарабатывать. И вот исходя из этого, что я заработал с первого стола в 4 раза больше суммы, с которой я вошел, я могу себе позволить купить уже третий стол и четвертый. Они, конечно, дороже, но и больше я буду получать. Также, как работает тут вечный стол. Если, допустим, у меня куплен второй и третий стол, то второй стол у меня будет вечный. Также, как тут работают вечные столы. Например, если у меня куплен только второй стол, то я получу только 2 раза по 74%. И тут как бы игра предлагает. Хочешь получать больше, покупай третий стол. Не хочешь, уходи со своим заработанным. И вот я принимаю решение купить третий стол, и второй у меня автоматически уже становится бесконечным. То есть пока у вас на один стол выше активировано, предыдущий стол у вас бесконечный. Соответственно, пока эта полоска заполняется каждый раз, я буду получать за это деньги. В общем, очень грамотно продуманный смарт-контракт, но риски, конечно же, есть. Риски в том, что перестанет идти текучка людей. Но сейчас, по моему мнению, самое время заходить в проект и ждать полного запуска и получать уже свои бабосики. Но хочу, ребят, сделать акцент на том, что никогда в такие проекты не входите на те средства, которые вы не готовы потерять, и тем более никогда не одалживайте на такие проекты. Вот есть у вас, допустим, там отложенных каких-то 100 баксов, и вы готовы попробовать, решили на 31 бакс рискнуть, вы можете себе это позволить. Вот в таком случае только и делайте это. Это, ребят, быстрые деньги и высокие риски. И решение, конечно, принимаете только вы сами. Вот такой вот, ребят, был мой обзор на данный проект. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.